Вязать наши супер носки будем из пряжи Drop Slim коллекции Mix. Понадобится нам 2 мотка. В одном мотке 50 грамм и в нем 100 метров. Состав 65% шерсти, 35% альпака. У меня цвет 206. Рекомендуемый размер спиц производителем 4 мм, но мы возьмем спицы на пол размера меньше для большей плотности. И нам понадобится 2 комплекта. Вы можете вязать и на одном комплекте. Сначала один носок, потом второй. Но я всегда рекомендую вязать параллельно, чтобы была соблюдена плотность. Начинаем вязать. Берем моток, отмеряем. Я беру 2 спицы. На спицы обычным способом набираем 49 петель. 48 будет вязаний и 1 петля для замыкания вязания в круг. Достаем одну спицу, распределяем на спицы по 12 петель. И на этой спице у нас остается 13 петель, 12 и плюс 1 для замыкания вязания в круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Смотрим, чтобы петли нигде не были перекручены, и закрываем вязание в круг. С левой переносим петлю на правую, а с правой петлю сбрасываем и возвращаем с правой спицы петлю на левую. Подтягиваем. Берем 5-ю спицу и вяжем, чередуя 3 лицевые, 1 изнаночная, лицевая, 2 лицевая, 3 и 1 изнаночная. Изнаночную провязываем за переднюю стенку. Далее 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Следующая спица, 3 лицевые, 1 изнаночная. И так чередуем до конца ряда. Следующий ряд, 3 лицевые и 1 изнаночная. В этом ряду и в последующих изнаночную провязываем за заднюю стенку. И продолжаем чередовать. 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. И таким чередованием вяжем 30 рядов. Провязали 30 рядов, я параллельно вязала и со 2-го клубка. И далее 10 рядов вяжем лицевые петли. Изнаночную провязываем за заднюю стенку. Провязали 10 рядов лицевыми. Здесь у нас начало ряда, и далее на ту же спицу, на которую мы вязали в последний раз, мы продолжаем вязать лицевые. То есть переносим с 2 спиц петли на 1. Так, остается у нас здесь 2 петли. Здесь на одной спице у меня получилось 24 петли, то есть 12 с одной
и 12 с другой. 24 делим на 3, получается 8. И убавки делаем до тех пор, пока на спице у нас не останется 8 петель. Если вы набирали изначально другое количество петель, то и расчет у вас будет другой. На экране я оставлю расчет на разное количество петель. Итак, 2 петли, и мы их провязываем лицевой. Разворачиваемся, переносим нить. Так, и первую мы снимаем, не провязывая. Далее вяжем изнаночные петли, пока на левой спице у нас не останется 2 петли. Остается 2 петли. У предпоследней поменяем направление и провязываем 2 петли вместе лицевой. Разворачиваемся. Первую снимаем, не провязывая. И далее вяжем лицевые до тех пор, пока у нас не останется 2 петли. Остается 2 петли. У предпоследней меняем направление и провязываем 2 вместе лицевой. И получается, что когда мы меняем направление, у нас петли вот здесь выглядят аккуратно, не перекручено. Далее переворачиваем, первую снимаем, не провязывая, и далее вяжем изнаночные до тех пор, пока не останется 2 петли. Остается 2 петли, у предпоследней меняем направление и провязываем 2 вместе лицевой. Перевернули, первую снимаем, не провязывая, и далее вяжем до тех пор, пока не останется 2 петли. Также предпоследней будем менять направление и вяжем до тех пор, пока на спице у нас не останется 8 петель. Лицевая сторона у нас 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее провяжем лицевые. Первую снимаем. Далее провязываем все петли лицевыми. Последнюю провязываем лицевой за переднюю стенку, и далее петли начинаем прибавлять. И будем захватывать для прибавления косичку, которая состоит из 2 нитей. Эту, затем эту, и прибавление будем делать в конце каждого ряда. Итак, здесь у нас есть провязанная петля, значит, эту косичку мы не провязываем, вводим спицу, захватываем нить, и вот наша 9 петля. Переворачиваем, переносим нить, первую снимаем, не провязывая, и далее все петли провязываем изнаночными. Последняя у нас также изнаночная, и с этой стороны также прибавляем петли. Вот у нас следующая косичка, только мы нить захватываем не так, а с этой стороны. Вот таким образом. Так, у нас на спице 10 петель. Чтобы у нас не было дырочек, подтягиваем нить. Первую снимаем, не провязывая, и далее провязываем лицевые. Последнюю петлю провязываем лицевой за переднюю стенку и прибавляем петлю. Из следующей косички
у нас на спице 11 петель. Переворачиваем, подтягиваем, первую снимаем, не провязывая, и далее до конца ряда вяжем изнаночные петли. И теперь снова подхватываем петлю. Здесь у нас уже провязано, значит, в следующую заводим спицу, подхватываем нить и поднимаем петлю. Разворачиваемся, подтягиваем, первую снимаем, не провязывая, и далее все петли провязываем лицевыми. Следующая косичка, поднимаем петлю. И видим, что у нас уже начинает формироваться пятка. Разворачиваемся, подтягиваем петлю, снимаем первую, не провязывая, и оставшиеся петли провязываем изнаночной петлей. Так, смотрим, следующая косичка, заводим спицу, подхватываем нить и переворачиваем, подтягиваем, первую снимаем, не провязывая, и оставшиеся петли провязываем лицевыми. И таким образом мы вяжем и поднимаем петли до тех пор, пока на спице у нас снова не окажется 24 петли. Лицевая сторона, 24 петли, и смотрите, провязывая таким способом, у нас пятка как с одной, так и с другой стороны выглядит одинаково. Петли смотрят в одном направлении, как здесь, так и здесь. Получается аккуратно, красиво. И далее мы снова возвращаемся к вязанию по кругу. Для удобства мы можем распределить петли по 12 на каждую спицу. То есть переносим 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И на это у нас остается также 12. Все, мы возвращаемся к круговому вязанию. Здесь нам нужно подтянуть петли как можно ближе друг к другу, чтобы здесь не оказалось дырочки. Поэтому подтягиваем хорошо и далее по кругу вяжем лицевые петли. Чтобы нам определить, на какую длину нам вязать эту часть, мы можем воспользоваться либо локатором нужного размера, либо примерять на себя и вязать до окончания мизинца. Провязали необходимое количество рядов на размер 38-39. Я обычно провязываю 45-47 рядов. Итак, теперь мы приступаем к формированию мыска. Находим боковую часть носка и ставим маркер с этой стороны и с противоположной. Вместо маркера приступаем к формированию мыска и будем делать убавки. Первую провязываем лицевой. Дальше нам нужно провязать 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Мы меняем направление петель и провязываем 2 вместе одной лицевой. Вяжем дальше лицевые.
в этом месте у нас маркера нет, поэтому все петли провязываем лицевые без убавок и идем к следующему маркеру. Вяжем с этой спицы до тех пор, пока на ней не останется 3 петли. Так, остается 3 петли. Здесь нам нужно провязать 2 вместе с наклоном вправо. Так, есть. И последняя лицевая. Переходим к следующей спице, лицевая, и следующую нам нужно провязать с наклоном влево. Также меняем направление и провязываем 2 вместе. Есть. Осталось 3 петли, и нам нужно их провязать с наклоном вправо. Провязываем, и последняя лицевая. Мы провязали один ряд. Чтобы не запутаться, где у нас начало ряда, мы можем здесь поставить 2 маркера. Провязали один ряд, и следующий ряд провязываем без убавок, просто вяжем лицевые петли. Провязали ряд без убавок, и в следующем ряду делаем убавки. 1 лицевая, и здесь мы меняем направление, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем лицевые до следующего маркера. На спице остается 3 петли, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Последняя лицевая. Следующая спица, лицевая, и здесь мы вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, поэтому меняем направление, провязываем 2 вместе лицевой, и получается с наклоном влево. Так, вяжем до следующего маркера. Так, снова на спице у нас остается 3 петли. Провязываем 2 вместе лицевой, получается с наклоном вправо, и последняя лицевая. И далее вяжем, чередуя ряд с убавками, ряд без убавок. Вяжем до тех пор, пока на каждой спице не останется по 4 петли. Итак, далее мы будем замыкать петли в круг. У нас идет рабочая нить, и по направлению мы снимаем петли со спицы, вводим крючок и продеваем рабочую нить. Таким же образом поступаем и со следующей спицей. Есть. Следующая. И последняя, 4-я спица. Все, обрезаем нить и кончик прячем внутри носка.